Здравствуйте, я Станислав Кузнецов, приветствую вас на своем канале. В этом видео я расскажу о том, как на роутере Cisco настроить DHCP сервер и DHCP клиент. Итак, у нас есть роутер Cisco R1 и есть роутер R2. Только из коробки достали, подключили, никаких настроек здесь нет. И будем сейчас настраивать DHCP сервер и DHCP клиент. На R1 будет DHCP сервером, R2 будет DHCP клиентом. Ну а для того, чтобы посмотреть, какой трафик там будет передаваться, мы сделаем, собственно, запуск Wireshark. Окей. Итак, Wireshark запущен. И сейчас заходим в настройки роутера R1. Он будет у нас сервером. Входим в режим конфигурирования терминала. Conf-T. Так, шрифт надо переключить. Итак, Conf-T. Далее заходим, значит, в режим конфигурирования интерфейса. Int F00. Даем команду ему No Shutdown. Включаем. No Shutdown. И задаем IP-адрес. IP-ADDR. Так. IP-ADDR 192 пусть будет 168.1.1. Маска подсети 255 3 раза 0. Так, задали. Теперь выходим из режима конфигурирования интерфейса и начинаем настраивать DHCP сервер. Делается это с помощью команды DHCP, сервис DHCP. Сервис DHCP. Сервис DHCP есть. Вошли. После этого мы задаем DHCP pool с помощью команды IP DHCP pool и ставим имя пула. IP DHCP pool и ставим имя пула. Пусть это будет DHCP pool. DHCP pool версии 4. Да. Значит, в этом DHCP пуле, значит, мы указываем параметры, которые будем передавать DHCP клиенту. Прежде всего, это какую сеть будем передавать. Итак, Network 192 168.1.0 и маску подсети 255.255.255.0. Так, задали. Следующее, что необходимо будем передавать, это default router. Default router. Пусть, например, это будет адрес этого же роутера, да, 192.168.1.1. 192.168.1.1. Так, задали. Так, не хочет. Да, синтаксическая ошибка. Не прощается. Default router. Задали. Есть. Следующее, что необходимо сделать, это задать DNS сервер. Да, DNS сервер. Так, тоже ошибаться не стоит. Да, DNS сервер. И задаем, пусть это будет 4 восьмерки. Так, задали DNS сервер. Ну и следующее, что необходимо сделать, это, собственно, задать диапазон адресов, которые будут исключаться из раздачи. Вот IP DHCP excluded address. IP DHCP excluded address. Вот. Ну, первый адрес будет 192.168.1.1. Последний адрес будет 192.168.1.100. То есть таким образом, так, не захотела, да, вот. Так, синтаксис опять-таки, да, синтаксис. Address пишется с двумя буквами D. Все, отработало. То есть, таким образом у нас будет раздаваться не вся сеть, а начиная со 101 адреса и выше. Вот. На этом настройка закончена. Выходим Ctrl-Z и смотрим статус интерфейса. Да. Show IP интерфейс.
Так, видим, что он включен, IP-адрес настроено, все отлично, да. Вот, теперь сделаем настройки на роутере R2. R2 у нас будет клиентом. Входим в конфигурирование терминала. После этого задаем конфигурирование интерфейса F00. И после этого даем команду IP-адрес DHCP. IP-адрес DHCP. И даем команду no shutdown. Дали команду. Теперь вышли и смотрим статус интерфейса. Show IP интерфейс. Так, видим, что он включен. Line протокол включен. Так, непонятно, да? Так. Internet address will be negotiated using DHCP. Так, еще раз статус посмотрим. Show IP интерфейс. Так, видим, вот, наконец-то присвоился, да, 192.168.1.101. Итак, все работает.